в прошлой серии «Бедной Насти». Помнишь, о чем я говорил тебе в тюрьме? Она не та, за кого себя выдает. Ну нельзя ли отложить свадьбу, ну хоть ненадолго? Ты права. Я обязательно поговорю с маменькой. Никак нет, ваша светлость, не присутствовал. И документа, о котором толковать изволите, не видел. Я не могу на вас обижаться. Потому что я наследник престола? У него есть невеста? И кто же она? Ты, милочка. Недвижно. Дай ответ моим мольбам. Да, я помню Иринея, мужа моей покойной сестры. Вы приказываете мне выйти за него замуж? Я не могу приказывать тебе в таких вопросах. Я настойчиво прошу. Художник ему польстил. Да, он не столь молод и красив, как мой сын. Однако тебе пора подумать. Я отношусь к нему как к родственнику. Я не могу себе представить, что он мой будущий супруг. И тем более я не могу думать о детях. Ольга, для тебя любое замужество лучше, чем похоронить свою молодость и красоту в этом монастыре. Граф вполне подходящая партия. Он тоже поляк. Таким жестоким образом вы пытаетесь уберечь от меня вашего сына? Поверь мне, это лучший выход из создавшегося положения. Неужели вам мало просто удалить меня от двора? Я всегда была предана вам, Ваше Величество. Почему вы мне не доверяете? Я доверяю тебе. И понимаю, что ты чувствуешь. Но дело не в тебе. Прежде всего, я думаю о цесаревиче. А вот ему я совсем не так доверяю. Твое замужество — единственная надежда, что Александр забудет тебя. По-моему, в этой сцене ничего такого нет. Разве? По-моему, очень подходящий момент. Я думаю, Шекспир так не считал. Шекспир простит нам небольшую импровизацию. Ты же был там. Ты сам видел, как я выплатил долг Петру Михайловичу. Зачем же ты лжешь, Карл Модестович? Не думаю, чтобы Карл Модестович стал бы лгать в присутствии столь уважаемых людей. Не знаю, о чем вы говорите, Иван Иванович. Но не помню я такого. Я тебя выгоню за эту подлую ложь. Ну. Вон из моего поместья. Позвольте, Иван Иванович. Раз вы не вернули долг князю Долгорукому, это больше не ваше поместье. Распоряжаться судьбой управляющего теперь предстоит княгине Марье Алексеевне, а не вам. Мне безразлично, скольких моих слуг вы подкупили. Я пока еще, слава богу, в здравом уме. Мой долг Петру Михайловичу я выплатил полностью. Ну, милый барон,
Но у вас же нет ни одного документа, подтверждающего это. Да, да. А у меня есть. Вот. Документ, где вы собственноручно обещаете, что ваше поместье переходит в собственность семьи Долгоруких, если вы не выплатите моему мужу долга в срок. И в полной мере. Совершенно верно. Так стало быть, имение принадлежит мне, и я прошу вас его покинуть. Куда же мне прикажете податься? Шалаш в лесу сложить. Ну, позвольте, отчего же шалаш? У вас ведь еще остается ваш особняк в Петербурге, где вы можете разместиться вместе с Владимиром и с Анной. Я не могу содержать особняк, если лишусь поместья. Ну, так вам придется его продать. Как бы там ни было, я прошу вас незамедлительно покинуть это имение. Мой отец отсюда никуда не уедет. Володя, но как... А ты же был в тюрьме. Потом все расскажу. Сейчас есть дела поважнее. Как вы себя чувствуете? Да, мое здоровье тоже не главное. Меня впутали в какие-то непролазные сети лжи и предательства. Итак, отец, что за история с похищением поместья? Позвольте, о каком похищении идет речь? Вы меня оскорбляете. А как еще это можно назвать? Законная, я повторяю, законная передача имущества в счет неуплаченного долга. Низкие поступки нередко прикрывают красивыми словами. Вы отбираете у честного человека его поместье и называете это законной передачей? Этот честный человек не выплатил моему покойному мужу, царство ему небесное, довольно приличную сумму денег. И я забираю поместье в качестве компенсации, потому что ваш батюшка собственноручно подписывал документ, в котором обязался передать поместье в наше владение, если долг не будет выплачен вовремя. И в полной мере. Я не обязана оправдываться перед вами, Владимир Иванович. А мой отец ничем не обязан вам. На такой случай, насколько я понимаю, и придуманы документы. Именно, именно. Но у вашего-то батюшки и нет ни одного документа. Я думаю, что они есть. У вас, Мария Алексеевна. Я даже знаю, какие именно. Да. Александр не может забыть тебя. Но это дело времени. Без взаимности любовь проходит болезненно, но быстро. Но взаимность всегда была. Ольга, какой взаимности можно ожидать от замужней женщины? Ваше Величество, я... Ты уезжаешь завтра же.
Речь действительно шла о довольно крупной сумме денег, княгиня. Я думаю, что в расходных книгах вашего мужа есть соответствующие записи. Ой, о чем вы говорите? Какие расходные книги? Это было 100 лет назад. Нет, Володя прав. Столь крупная сделка не могла не быть отражена в расходных книгах. Тем более, что ваш покойный супруг был весьма педантичен в этих вопросах. Ой, придется потратить уйму времени, чтобы найти эти записи в архивах мужа. То есть я уверена, что никакой записи-то и не было. Но не хочется впустую тратить время. У меня столько хлопот со свадьбой. Тогда вам придется попросить господина Забалуева помочь вам. Иного выхода я не вижу. Пока вы не проверите расходные книги, имение остается за прежним хозяином. Я думаю, что все присутствующие согласятся, что это будет справедливо. Я все равно докажу вам, что я права. А вы не правы. Ты победил? Чем мне отблагодарить тебя? Ну, боюсь, для вас это будет очень дорого стоить. Я требую бутылку вина и хороший обед. В тюрьме не слишком разнообразный рацион. О чем разговор? Сейчас же садимся обедать. Отлично. Расскажите мне по порядку, что здесь происходило в мое отсутствие. Непременно обменяемся новостями. Но сперва мне нужно кое-что предпринять в отношении нашего управляющего. Карл Модестович. Я только недавно понял, что отдать жизнь за любимого человека – это огромное счастье. Я думала, что так говорят только во французских романах. Что, если вы больше никогда не увидитесь с Ольгой? Да. Только в разлуке начинаешь понимать, что для тебя значила твоя любовь. Разлука убивает любовь. Неправда. Вам разве не знакомо, Натали, когда любимый человек далеко-далеко, а все ваши мысли только о нем? Знакомо. Чем дольше не видишь любимого человека, тем сильнее хочешь коснуться его. Просыпаешься среди ночи и начинаешь искать ее рядом. А потом открываешь глаза и понимаешь, что ее нет. Нет ни здесь, ни во дворце. И может статься, ты с ней больше никогда не увидишься. Не сможешь ее обнять, услышать ее смеха. Простите меня. Вам не следовало это слышать. Я понимаю вас, ваше высочество. Если молчать, то можно сойти с ума. Можно! Сводит с ума неизвестность. Я не знаю, где она. Думает ли она обо мне? Уверяю вас, она чувствует то же самое, что чувствуете сейчас вы. Она очень переживает. Вы с ней виделись? Вы говорили с Ольгой? Ради Бога. Скажите мне, где она? Сожалею, ваше высочество. Знаете. И не хотите сказать? Я поклялась сохранить это в тайне. Я дала слово императрице. А вы очень не похожи на своего брата Натали. Он искренне верил, что любовь превыше долга. И на деле доказал это. Но к чему его это привело? Прошу прощения. Если не выехать сейчас же, опоздаем. Путь не близкий. Господи, как же я могла забыть? У меня же прослушивание. Лучше взять мою карету. Я не хочу стать виновником вашего опоздания. Никита, посмотри, там все в порядке? Слушаюсь, барин. Я только переоденусь. Как я выгляжу? Вы слишком красивы. Но надо спешить.
дай бог, императорский театр упустит новую звезду. Что это ты затеяла? Да вот, решила разобрать гардероб. В этом платье я была на похоронах отца. Может, я одену его к сегодняшнему ужину? Ты что, хочешь навлечь беду? А все беды и так пришли, Соня. Владимир меня предал. Моим мужем станет отвратительный старик. Матушка равнодушна к моим страданиям. Как ты думаешь, какая шляпка больше подойдет к этому платью? Вот это. Пожалуй. Вся надежда только на Андрея. Он обещал уговорить маман отложить свадьбу. А он сказал, что свадьба состоится, когда я буду готова. А может, я никогда не буду готова. Тогда мне вовсе не придется выходить за этого сатира. Это хорошо, если Андрюша сможет повлиять на маман. Он единственный, к чему мнению маменька прислушивается. Быть может, он заодно отговорит ее забирать поместье у барона. Дай бог. Я не хочу сейчас думать о Владимире, но барона мне искренне жаль. Он не вынесет такого удара. У него такое слабое сердце. Господи, хоть бы Андрей смог мне чем-то помочь. Несла его нелегко. Еще немного имения стало бы моим. Старик уж вот-вот готов был сдаться. Книги, Марья Алексеевна. Нужно срочно уладить вопрос с расходными книгами. Да старому Корфу никогда бы не пришла мысль насчет этих книг. Это все его сынок, черт бы его побери. Да, недооценили мы их. У нас очень сильные враги, Марья Алексеевна. А что, действительно, у вашего мужа в расходные книги может быть запись о выплате долга? О, да уж. Петр Михайлович был педант. Все записывал. Мелочь какую-нибудь на шпильке девчонкам возьму, запишет. Согласитесь, редкое качество для русского помещика. А хорошего-то что? Пользы-то что? Ну, наживали добро на зависть соседям. А тратить? Все экономили. Уж на вас одна надежда, Андрей Платонович, что вы-то на моей Лизоньке не будете экономить, как мой муженек на мне. Марья Алексеевна, дорогая, все брошу к ее ногам, если понадобится. Лишь бы Лизонька была счастлива. Ой, ну что с книгами-то делать, а? Да вырвать их к чертовой матери! Страницу эту проклятую, дело с концом. С регистрационной книгой так поступили, ничего, сошло с рук. Не так все просто. Говорю уж вам, муж был педант. Все записано в расходной книге по числам. Ну, откроют книгу, страницы нет, сразу ясно, что вырвали специально. Да поймите вы, что если Корф найдет запись в книге, вам и глядеть в сторону их поместья нечего. Ой. И на предание Петровне вы его дать не сможете. И очень кстати. О чем ты? Мама, есть серьезные причины отложить свадьбу. Почему он на полу? Убери его куда-нибудь с глаз долой. А за что ты ненавидишь этого человека? Он негодяй? Нет, он жених. И кому же это так повезло? Мне. Это идея императрицы. Наташенька, что такого ужасного мы с Александром совершили? Неужели это такой великий грех любить друг друга? Александр престолонаследник, и дело не в любви, а в политике. Не продолжай. Как же мне хочется увидеть его еще раз. Всего лишь раз. Последний раз. Оля, ты ведь не собираешься просить меня передать ему эту записку? Не ради Бога, Наташенька. Ради любви. Ты же всегда меня понимала. Мне не на кого больше надеяться. Оля, ты знаешь, сколько беды навлекла ваша любовь на мою семью? Знаю. И знаю, что любовь для тебя всегда была превыше всего остального. Я прошу его об одной последней встрече. Завтра. Помоги мне. Представить страшно, что случится, если хоть кто-нибудь узнает. Прошу тебя. Я ничего не могу тебе обещать. Не обещай. Спасибо тебе.
Что же за дороги в Петербурге? Наверное, брусчатку меняют. Надо было ехать другим путем. Нет, так, ближе. Отложить свадьбу? Ну, с какой стати? Мама, я сейчас говорил с Лизой. Я очень беспокоюсь за нее. Для нее это все большое потрясение. Я полагаю, мы должны уважать ее чувства. Андрей, ну какие это чувства? Это просто детское увлечение. Чем бы это ни было, Лизе нужно время, чтобы смириться с тем, что Владимир никогда не станет ее мужем. Ну что ж, если Лизавете Петровне это будет во благо, я, конечно, соглашусь. Однако я считаю, что со свадьбой, напротив, лучше поторопиться. Отчего же? Стоит только и погрузиться в эти воспоминания надолго, возникает опасность, что она никогда больше не сможет испытать счастье. Но говорят, время лечит. Чушь, говорят. Со временем переживания не уходят, а боль лишь усиливается. Поверьте, я желаю Лизавете Петровне счастья, но вот это раннее чувство к молодому Корфу, его надо просто... Боюсь, как бы это детская влюбленность тогда не сможет быть счастливой. Не только со мной, ни с кем другим. О, боже мой, это правда, правда. Уж если она втемяшит что-нибудь себе в голову, это... Однако я... Ей позволить мучиться в одиночестве. Рядом должен быть опытный человек, который поможет ей отвлечься. Складно говорите, Андрей Платонович. Ну, я ее... Отвлечете ее от Владимира. Если вы хотите моего согласия, то поклянитесь, что сделаете Лизу счастливой. Естественно, клянусь. Однако, Андрей Петрович, если вы полагаете, что я неподходящая партия для вашей сестрицы, я, конечно, уйду в сторону. Нет. Марья Алексеевна, решение должен принимать ваш сын. Что ж, пусть будет так. Вы женитесь на Лизе, как только мы определимся с датой свадьбы. Ах, кстати, я же совсем забыла. Мы получили приглашение от семьи Корфов на спектакль. Мама, Крепостной театр. вы собираетесь к барону на спектакль? Боже мой, ну мы же идем смотреть спектакль, а не судиться с ними. Да-да. Объявим о помолвке Андрея Платоновича и Лизы. Если Лиза не будет против. Андрей, глава семьи ты, а не Лиза. Решать тебе. Ваше Величество, сударыня. Нам стало скучно, и мы решили заглянуть к тебе. Но, кажется, ты нам не очень рад, Саша? Ну что вы, сударыня, я всегда рад вас видеть. Присаживайтесь. Катеньке очень понравилась ее новая комната. Из окна такой прекрасный вид на Неву. Я рад, сударыня. Александр, не обращайте на него внимания, милый, он не в духе. Обычно он более галантен с дамами. Мы собираемся поехать в Петергоф. Там устраивают фейерверки. Не хочешь присоединиться к нам? В Петергоф? У меня срочное дело. Все верно. Дела государственной важности не должны ждать. Ступайте за ним, милая. Возможно, у вас одной лучше получится отвлечь его от забот. Да, Ваше Величество.
Где здесь прослушивание? Мне было назначено прослушивание у Сергея Степановича. Боюсь, не опоздала ли? Господин директор ждал вас сколько мог. Но, к сожалению, он человек занятой. Его ожидали в другом месте, и он не мог себе позволить задержаться. Куда именно отправился господин директор? Сожалею, но не могу объяснить. Я прошу извинить меня, я вернусь к работе. Племянник господина директора. Простите. Бога ради. Простите, я не знал. Теперь я могу узнать, куда он поехал? Я думаю, он будет не против, если я отправлюсь за ним следом. Разумеется, разумеется. Не будет. Но вы знаете, я, к сожалению, не знаю его расписания на сегодня. Очень жаль. Я бы сумел уговорить его устроить прослушивание в другой раз. Я могу передать что-нибудь Сергею Степановичу, если он вернется? Благодарю, не стоит. Я отправлюсь к нему домой. В таком случае я могу удалиться, с вашего позволения. Дела, сами понимаете, дела. Прошу извинить меня. Я думаю, мне удастся уговорить дядю устроить вам прослушивание в другой день. Вы не можете из-за меня потерять шанс стать звездой императорского театра? Но это не столь важно для меня стать знаменитой. Но вы заслуживаете славы. Удел мужчин карьера и слава. А у любой женщины на первом месте стоит долг и любовь. Если честно, я совсем не жалею о причине нашего опоздания. Я тоже. Я приехала на это прослушивание лишь потому, что барон этого хотел. Он хочет, чтобы я стала великой актрисой. Вы еще успеете оправдать надежды Ивана Ивановича. Пожалуй, все даже к лучшему. Сейчас я не могу сосредоточиться на выступлении, только и думаю, как там Иван Иванович. Когда я уезжала, он неважно себя чувствовал. Завтра же утром отправлюсь в поместье. Как? Так скоро? Угу. У меня дурные предчувствия. О чем они? Не уверена, что было правильным отпускать Владимира одного. Я хочу сказать, конечно же, Владимир любит своего отца, но иногда, когда они остаются наедине, они больше походят на лютых врагов, чем на родных людей. Ржа поела 40 пудов пшеницы. Что-то не припомню таких напастей. Я тут ни при чем. Вот еще любопытная запись. Породистых лошадей закуплено на 2000 рублей. А где эти чистокровные жеребцы? Крестьяне по сию пору пашут на своих полудохлых кобылах. Это не просто мелкое воровство. Да нет, это мелкое воровство в сравнении с кражей расписки, подтверждающей выплату мною долга князю Долгорукому. Иван Иванович, я ничего не крал. Умолкни! У меня были подозрения, что ты приворовываешь. Когда пропал документ, я сразу подумал на тебя. Но у меня не было доказательств. И не могло быть, потому что я ничего и не брал. Не смей перебивать. А когда ты прилюдно солгал, что не был свидетелем подписания договора, подозрения мои окрепли. Иван Иванович, как хотите, но я ничего не брал. Да и не докажете. Не собираюсь ничего доказывать. И так ясно, кто и что украл. Что ты уволен. Я еще сообщу исправнику о твоей роли в истории с недостачей, пропажей документов в поместье. Боюсь, вам придется пожалеть. Вот. Пригрел змею на своей груди. Отец, он служил у вас много лет. Неужели вы только теперь обнаружили за ним такие грехи?
Кто не без греха? Все воруют, куда же без этого? Красть в таких размерах. Каждый рубль, который он прикарманил, он украл у Анны. Действительно. Зачем думать обо всякой ерунде? О поместье, о подлеце управляющем. Когда есть дела поважнее. Как из любимой Аннушки сделать звезду Петербурга? Как ты смеешь разговаривать со мной в подобном тоне? Смею. Потому что здесь дело не столько в Модестовиче, сколько в ней. Анна, вот кто настоящая змея, которую вы пригрели. Оля, я передала твою записку Александру. Милая моя, спасибо тебе. Ты даже не представляешь, что ты для меня сделала. Нет, ты все прекрасно понимаешь, и именно поэтому решила мне помочь. Да уж, решила. Не стало бы только хуже, чем теперь. Да хуже не бывает. Господи, как же медленно длится время. Скорее бы завтра я увижу его, Наташенька. Как ты думаешь, какую шляпку мне одеть в воскресенье? Лиза, Что? Какие-то новости о Владимире? Пожалуй, я ничего не хочу знать. дело не в нем. Я сейчас говорил с Андреем Платонычем. И он убедил тебя не откладывать свадьбу, ведь так? Он не пытался ни в чем меня убедить. Я сам понял. Ты должна выйти замуж. Лиза, ты не можешь всю жизнь избегать замужества из-за неудачи с Владимиром. Владимир тут ни при чем. И я не избегаю замужества. И к чему такая спешка? Я не понимаю, почему моим мужем должен стать Андрей Платоныч? Он будет заботиться о тебе, Лиза. Он сумеет сделать тебя счастливой. Тебе хорошо говорить, твоя возлюбленная молодая и красивая, а мне предлагается полюбить этого старого урода. Маменька и отец женились по любви. Сколько можно ждать следующей любви? О чем ты говоришь? Владимир никогда по-настоящему меня не любил. Я не переживу такого во второй раз. Мне не нужна следующая любовь. Лизонька, я понимаю, тебе сейчас слишком больно. Но если ты перестанешь противиться этому браку, ты будешь счастлива с Забалуевым. Андрей, а я думала, ты меня защитишь. От кого тебя защищать? От родной матери? Или от мужчины, который тебя любит? Лизонька, открой глаза. Все они желают тебе только счастья. Неужели ты сама этого не понимаешь? Ваш сын прекрасный молодой человек. Не представляю, что бы я без него делала. Поражаюсь я вам, Марья Савовна. Таких детишек чудных вырастили. Берите пример, Андрей Платоныч. Вам предстоит вырастить моих внуков им подстать. Ну, за этим дело не станет. Хотя мне, признаюсь, трудно представить вас бабушкой. А вот Лизе пойдет на пользу материнства. Надеюсь, она скорее забудет о своих прежних увлечениях. Да-да-да, кстати, хотел с вами посоветоваться. Ведь на спектакле-то будет молодой Корф. Изет Петровна увидит, что он на свободе. Боюсь, как бы ее чувства к нему не вернулись бы с новой силой. И прекрасно, что будет. Узнает, что вы помолвлены, и что у них не может быть никакого будущего. Вы правы, безусловно, правы. Вот только, боюсь, вопрос с поместьем разрешится не в нашу пользу. Ну, надо что-то делать с этой записью в расходной книге. Ну, Андрей Платоныч, ну, я уверена, что вы что-нибудь придумаете. Ну, я так на вас надеюсь. Эх, если бы знать, что предпринять. Обещали золотые горы, а теперь бросаете меня здесь, а сами бежите. Дело приняло другой оборот. Возвращение молодого Корфа все изменило. Я думала, вы никого не боитесь. А я и не боюсь. Он слишком хитер, чтобы его обмануть, и слишком здоров, чтобы его извести. Он непременно докажет, что
Барон вернул деньги Долгорукому, и все. Понимаешь? Все. Всему конец. К тому же старик уже обнаружил недостачу. Нет, бежать не надо. Вас, значит, и в тюрьму посадить могут? Могут и в тюрьму. Они уже грозились исправнику на меня донести. Плохо дело. Хуже некуда. Напрасно я доверял Долгорукой. Не стоило ей доверять. И-то что? Уехала к себе в поместье, чаи гонять с Забалуевым. И нет ей до меня никакого дела. А меня в тюрьму упекут. Или вздернут. Вас, значит, в тюрьму, а я здесь одна останусь. С помоями возиться. Ну, знаешь, в тюрьме или на виселице мне тоже будет не легче. Карл Маргорович, вы же такой умный. Всегда какой-нибудь выход находили. Неужто ничего придумать нельзя? Ну, кажется, я знаю один выход. По забывчивости запустили дела в поместье. Оказывается, все еще проще. Черт побери, да эта женщина ваш черный ангел. Изволь говорить со мной с уважением. Но когда вы наконец начнете уважать меня? Я чуть было не лишился всего из-за какой-то там крепостной актерки. Оставь Анну в покое, она ни в чем не виновата. Это ты опозорил фамилию Корфов, вызвав на дуэль престол-наследника. Наследника российского престола. Я на войне жизнью рисковал во имя государя, а ты решил лишить жизни будущего императора? Володя, а где твой мундир? Я польщен, что вы наконец обратили на меня внимание, отец. Цена моей свободы — разжалование. Я больше не офицер императорской армии. Боже, какой позор. Я заплатил сполна за свой опрометчивый поступок, отец. Нет, ты ошибаешься. Ты недостоин фамилии Корфов и наследства недостоин. Что вы хотите сказать? Завтра же я позабочусь о том, чтобы Анне не пришлось беспокоиться о своем будущем, когда меня не станет. Я не только напишу вольную для нее, но и перепишу завещание. В ее пользу. Как только разберусь со всем безобразием, устроенным Долгорукой, я все завещаю Анне. Вот мое решение. Мне хочется кое в чем признаться вам. Последний раз, когда вы говорили эту фразу, нас уволили из императорской армии и разжаловали. Что же случилось на сей раз? Когда мы опаздывали с вами на прослушивание, ехали по этой ужасной дороге, ну, помните? Я подумал, не знаю, чем закончится этот день, но он определенно самый счастливый в моей жизни. Завтра я уезжаю рано утром. Пора прощаться. Я, быть может, навещу вас. Или напишу. Когда вы вернетесь? Но я еще никуда не уехала. Я уже скучаю. Мне не терпится загладить свою вину перед вами.
Но вы ни в чем не виноваты передо мной. Ну как же? Вы опоздали из-за меня на прослушивание. Я сама слишком увлеклась нашей репетицией. Спокойной ночи, Миша.